Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Сегодня я хочу вам предложить общий расклад, который будет называться «Кто я?» или «Самоанализ моей личности». Мы попытаемся в этом раскладе ответить на несколько вопросов. Как я проявляю себя? Как я воспринимаю себя? Моя сильная сторона. Поговорим о вашей тайне, о том, что скрыто в вас, о вашей тени. Как меня воспринимают окружающие, моя слабая сторона, какие-то проблемы во мне, которые на сегодняшний день присутствуют, моя мотивация, что или кто мной управляет, ну и, конечно же, совет от Вселенной, к чему нужно стремиться. Вся информация под видео. Как всегда, приглашаю на гости, на более глубокие расклады. Рада с вами встретиться в личных раскладах. Ну что ж, давайте будем начинать. Итак, как я проявляю себя? Наша первая карта и первый вопрос. Данная карта нам говорит о том, что я бы не хотела или не хотел закрываться от мира. Я бы, наоборот, хотел бы открыться тому миру, в котором я сегодня нахожусь. Я долгое время находился в каком-то сдерживающем состоянии. Может быть, я боялся или боялась выходить в мир, боялся общаться, взаимодействовать с людьми. То есть что-то сдерживало меня. Я находился в таком статичном экономичном режиме, стараясь не выходить в свет. Но вот сейчас наступил момент, что я себя хочу явить этому свету и открыть себя этому свету. А что же я хочу в этом свете? А мне хотелось подарить этому свету свою любовь. Мне надоело держать эти чувства глубоко-глубоко в себе. Хочется поделиться этой энергией любви, хочется найти близкого человека. И я готов к тому, чтобы начать это движение прекрасное. Как я себя еще хочу проявить? Да, действительно, сейчас у меня еще нет, может быть, той любви и той полноты в жизни, которой бы мне бы хотелось, но я очень стремлюсь. И, может быть, я где-то порой себя неадекватно проявляю, но я ведь только учусь. Все впереди. Все впереди. Но все же мне страшно почему-то немножко двигаться вперед. Может быть, я боюсь то, что меня впереди ожидает. А может быть, я боюсь то, что я встречу на своем пути. Страшно услышать какие-то неправильные слова в адрес себя или своих действий. Может быть, я не готов принять оценку других людей. И это для меня является сдерживающим фактором. Мне казалось бы, что надо двигаться, но что-то меня сдерживает. А может быть, память прошлого, то, что я уже привык сдерживать свои эмоции, эти эмоциональное состояние, потому что их когда-то кто-то не оценил, недооценил и не принял. И поэтому я нахожусь в таком вот немножечко скованном состоянии. Как еще я себя проявляю? Опять же, карта переворачивается, карта любви. Может быть, мне не хватает вот нежности, теплоты. Ведь этому нужно учиться. И проявлять это с первого раза, может быть, у меня не получится. И я не уверен, а примут ли от меня вот такую любовь и наполненность. То есть я на сегодняшний день нахожусь в таком вот двойственном состоянии. С одной стороны, я хотел бы явить себя миру, а с другой стороны, я как-то побаиваюсь и осматриваюсь по сторонам. А примет ли меня мир? Вот всем тем, что во мне живет на сегодняшний день.
а во мне столько много накопилось. Так хочется, чтобы это вырвалось наружу и проявило себя в каких-то замечательных чувствах, в каких-то замечательных отношениях. Хотелось бы, чтобы вот эта любовь, она как цветок распустилась и стала источать великолепный запах. Вот такое вот проявление на сегодняшний день. Вот таким вот образом вы себя проявляете. Как я себя воспринимаю? Как я себя воспринимаю? Я устала сидеть на одном месте. Я постоянно думаю, накручиваю что-то себе, придумываю, строю какие-то замки. И вот этот период, он такой, видимо, затянулся в моей жизни. А сейчас я не хочу. Я хочу, чтобы мои мечты, сидеть на одном месте, я хочу, чтобы мои мечты, они реализовались. И то, что я себе когда-то напридумывала в голове, я на сегодняшний день хочу сформировать в некую цель. То есть я хочу, чтобы у меня был любимый человек. Я хочу, чтобы мои планы сбылись. Я хочу, чтобы у меня получились мои проекты. Я хочу, чтобы у меня появилась собственность. Я хочу что-то приобрести. И этот список можно продолжать. То есть вот сейчас я себя воспринимаю человеком, который устал сидеть. Человеком, который хочет двигаться вперед, развиваться и получать результаты от этого развития. Каким еще я себя на сегодняшний день воспринимаю? Человеком, который накопил определенный потенциал и сделал достаточно много уже в своей жизни, скажем так, заложил некий фундамент, да, я уже вложился, а значит сейчас мне хотелось бы, чтобы вот это все стало приумножаться. Это как зерна, которые мы бросаем в землю ранней весной, и начинаем ожидать, когда же они взойдут. И впоследствии мы с большой радостью получаем этот урожай, который был заложен когда-то нашими руками. И вот у вас сейчас воспринятие себя, что я уже много чего сделала, и я сейчас хотел бы, чтобы эти все семена, они начали произрастать, они начали превращаться в плоды. И вот этот период, он меня тянет, увлекает за собой. То есть мне бы хотелось, чтобы произошли изменения. И я чувствую этот порыв, это движение вперед. Я уверен в том, что со мной произойдут эти изменения. То есть я в неком таком режиме ожидания. То есть я как бы жду, что сейчас что-то должно произойти. Ведь так много сделано для этого. Как я себя воспринимаю? Ну, мне, наверное, немножко сложновато проявлять эмоции. Но мы уже говорили об этом, что может быть слишком затянувшееся одиночество, а может быть, нет достаточного опыта, чтобы себя проявить. И поэтому я сдерживаю эти эмоциональные порывы. Мне иногда страшно написать близким людям какие-то добрые, хорошие слова, сказать комплимент. То есть я нахожусь в неком таком вот, скажем так, немного скованном состоянии. Но это я думаю, что ненадолго. Я думаю, что это очень быстро ситуация будет меняться. Потому что та энергия, которая вот на сегодняшний день в вас живет, эта энергия, она может сделать многое. Это вот как порыв ветра, который поднимает с земли лепесток и несет его далеко-далеко вперед в бесконечность. Вот точно так же и вы сейчас. Внутренне вы готовы, внутренне вы наполнились, вы уже сделали первый шаг к этому движению. И сейчас остается только начать двигаться. Желанием вы переполнены. Но мы ведь все прекрасно знаем, что любое желание, которое у нас рождается из фантазий, оно будет исполняться, но при условии, если мы соберем все необходимое для исполнения этого желания, это первое. А второе, начнем что-то делать. И вот тогда мечты начинают сбываться. И вот тогда мы получаем то, что мы хотим. Поэтому осталось совсем чуть-чуть.
сделать первый шаг и положить в сумочку все, что необходимо. Для этого у вас достаточно энергии. Вы правильно себя воспринимаете человеком, который вступает как бы в новую фазу своей жизни. Вы как бы на старте сейчас находитесь. И вот следующий шаг – это шаг к вашей победе. И вы настолько воодушевлены, настолько хотите этого движения вперед, что, наверное, ничто вас уже на сегодняшний день практически остановить не может. Вы на начале пути. Моя сильная сторона. Какая она? Вот, судя по этой карте, это ваша духовность. Вы человек, который преодолел свои внутренние барьеры, перешагнули через себя. Вы человек, который, возможно, справился с какими-то зависимостями. Возможно, вы человек, который что-то переоценил в своей жизни. То есть вы как бы перешагнули и теперь находитесь уже совершенно на другом уровне. Вы прошли сложный период. Вы сейчас переходите в состояние чего-то нового. И вот это ваша сильная сторона, что вы можете перешагнуть. И оцените себя и свою ситуацию, которая сейчас происходит. Вы молодец, вы шагнули вперед, вы выросли, вы переросли себя. И вот это ваша сильная сторона. Не бойтесь двигаться. Еще ваша сильная сторона – это то, что вы наполнены замечательными знаниями, умениями. Вы много понимаете и много пережили. И те жизненные ситуации, в которые вы попадали, они вас не разрушили, они вас наполнили определенным опытом, который позволит вам выбраться из любых жизненных перипетий. И вот это ваша сильная сторона. И поэтому посмотрите на то, что вы пережили и прошли с точки зрения опыта. Ведь всегда в любой ситуации есть как позитивный результат, так и негативный. Вот у вас скопился этот опыт, который сейчас вам поможет вот сделать не только этот переход в новое, а дальше продолжить подъем по своему развитию. Еще в чем ваша сильная сторона? Знаете, вы, наверное, человек очень добрый по своей сути. Вы человек милосердный. Вы человек, который способен помочь другому и оказать поддержку в сложной ситуации. Наверное, потому что вы сами имеете вот такой огромный опыт, и сейчас вы готовы поделиться этим всем. То есть это тоже ваша сильная сторона. Не всегда приходят на помощь люди. Не всегда мы можем получить поддержку от близких, от коллег и так далее. Но мы всегда можем подарить другому человеку поддержку, взаимопонимание. И в такой ситуации почувствовать себя на совершенно новом уровне. На уровне человека дающего, на уровне человека, который готов помочь в сложной ситуации. Что же еще у вас замечательного и сильного? Наверное, то, что вы не живете какими-то далекими перспективами и далекими грезами. То есть вы прекрасно понимаете, что все, что важно, это в первую очередь здесь и сейчас. То есть достаточно реалистично смотрите на мир. Вы видите его в реалиях, да, и поэтому, скажем так, не придумывайте себе какие-то там в голове непонятные далекие перспективы. Поэтому это тоже ваш большой плюс и ваша сильная сторона. Еще что можно сказать? То, что вы, я бы так сказала, человек, который, с одной стороны, получивший такой сложный опыт, может быть, в личной жизни, в отношениях, но с другой стороны, вы не огорчились этому всему, вы не перечеркнули
всю свою жизнь и не оставили в душе своей обиды на тех людей, которые вам сделали больно. И вы не уходите от тех чувств и эмоций, которые когда-то были растоптаны. Вы наоборот разворачиваетесь, и все, что есть хорошее в вас, вы пытаетесь передать людям. То есть вы как бы перенастраиваетесь на плюс, несмотря на то, что там сзади у меня был очень-очень большой минус. Что же скрыто в вас? Некая ваша тень, может быть, что-то тайное в вас. Скрыто то, что вы человек, который не будет лежать, человек, который не будет грустить, не будет придумывать себе какие-то депрессивные состояния, постоянно ныть, плакать. Человек, который даже если окажется на койке больничной, он все равно встанет и пойдет вершить дела. Вот вы, может быть, даже и не подозреваете, что вот такие уникальные качества у вас на сегодняшний день существуют. Оно как бы скрыто. Попробуйте вот себя почувствовать в такой вот ситуации, когда вы будете понимать, что вот все, безысходность, лягу, отдохну, но скажите себе, нет, я не буду лежать, я сейчас встану и пойду что-то делать. Вот вы такой человек. Вот в себе вы это до конца не понимаете и не осознаете. Оно где-то у вас глубоко-глубоко лежит. Еще вы, может быть, недопонимаете то, что вы человек взаимодействия, человек, который может вступать в очень хорошее партнерство. Вы надежный человек. То есть вам можно доверять. Вы можете работать в команде. И вы, может быть, в силу того, что не умеете проявлять эмоции, как мы вот уже увидели ранее по раскладу, вот, может быть, вот это является сдерживающим фактором. Но вы знаете о том, что вам цены не будет, если вы будете работать в проектах, интересных каких-то совместно интересной деятельности. Вы очень хороший компаньон и партнер. Это где-то у вас лежит далеко-далеко. Обратитесь, посмотрите и проявите. Еще что можно сказать? Очень интересная карта. Карта, которая нам говорит о том, что вы, во-первых, вас поддерживают высшие силы, Вселенная, я бы так сказала, они на вашей стороне. Ваш род вас поддерживает, он всегда с вами. Ваши близкие, которые когда-то ушли, они всегда рядом с вами. И если вы к ним обратитесь, то я уверена на 100%, что они вас поддержат в вашем новом пути и в ваших новых перспективах. И вы, может быть, вот как раз и не чувствуете вот эту связь со своими близкими. Но однажды, когда вы будете пребывать в одиночестве, то вы начнете разговаривать с ними, почувствуете, как они вас поддерживают, почувствуете, что они рядом. Вот это вы тоже до конца не осознаете. И еще хочу сказать, что в голове у вас очень много интересных идей, проектов, каких-то мыслей очень интересных. Вы человек наполненный, у вас столько всего, вам нужно просто раскрыть. Вы как книга, которую только-только купили, что-то знаем про эту книгу, понимаем, что в ней много интересного, но еще не открыли, еще не начали читать. Вот ваша задача как раз и преодолеть себя и начать раскрываться. У вас замечательный потенциал заложен. Как вот в этих красивых девушках, которые так беззаботно отдыхают, мечтая и придумывая какие-то интересные мысли. А также они могут посмотреть и подняться высоко-высоко в небо и реализовать себя совершенно в ином, точно так же, как и вы. Вы можете преодолеть силу притяжения и вырваться и взлететь высоко-высоко в небо. Все зависит от вас. Что же еще скрыто в вас?
Ага. Может быть, вы боитесь движения какого-то. Вот этот вот какое-то внутреннее, потаенное. Но судя по картам, я понимаю, что, может быть, вы боитесь то, что будет впереди. Вот оно внутри, это у вас живет, и, может быть, как раз и является этим сдерживающим фактором. Но мы же знаем, не так страшен черт, как его малюют. И очень часто действительно так и происходит. Нам трудно шагнуть в неизвестность, но вы должны понимать, что этот переход, он в вас заложен. То есть вы можете преодолевать и уходить в неизведанное. Только нужно перестать бояться этого неизведанного, и тогда движение начнется совершенно иное. Как меня воспринимают окружающие? Они на меня смотрят как на человека, который должен что-то в своей жизни совершить, но на данном этапе он не настолько упорный в своей деятельности, в своих жизненных каких-то движениях. То есть я немножко как бы нахожусь в таком состоянии недвижения, да, состоянии нежелания, состоянии некой остановки. То есть мне бы двигаться, у меня все есть, а я почему-то сижу на месте. И вот вас таким воспринимают. Может быть, как раз это вот и связано с тем, что вы очень длительное время находились в некой такой, как бы изолировались от общества и не хотели общаться и взаимодействовать в силу каких-то жизненных обстоятельств. Еще вас видит человеком, несмотря на то, что вы боитесь двигаться вперед, вас видят человеком наполненным знаниями, человеком, который, в общем-то, может мало того, что великолепно выполнить любую работу и осуществить любую деятельность, а еще и человеком, который стремится вперед. То есть он где-то там далеко. Также вас могут воспринимать очень симпатичным и красивым человеком. Человеком, который может научить. Человеком, который много знает. И, может быть, вы не замечали, но порой к вам приходят за советом, и вы даете достаточно дельные советы. Но в то же время вас видят, что вы не реализовали в полном объеме вот тот потенциал мудрости, кладезь мудрости, который у вас заложен на сегодняшний день. И вот у людей, может быть, и возникает такое противоречие, что, с одной стороны, у вас столько всего интересного, но почему же вы не можете это все раскрыть в своей жизни и, скажем так, реализовать себя в полном объеме? Каким еще вас видят человечком? Я думаю, что человеком миролюбивым, человеком, который начинает новую дорогу, человеком, который завершил что-то, человеком, который хочет что-то поменять. То есть они видят в вас, увидели в вас это желание к движению. Это здорово. Я думаю, что многие из ваших друзей поддержат вас в этом движении. Ну и также они видят вас, что вы можете вступать в конфликты. То есть вы можете внутри вас находится некий конфликт, который, может быть, вот как раз и раздирает вас изнутри и не дает двигаться вперед. Но так или иначе, карта Мир нам говорила о том, что вы закончили этот этап, и сегодня вы уже переходите в новое состояние. То есть вы отказываетесь от этой конфликтности внутренней и внешней и переходите в новое состояние. Состояние, которое, скажем так, да, сегодня я не очень удовлетворен то, что у меня было, но я двигаюсь вперед. Вот таким человеком вас на сегодняшний день воспринимают. Ваша слабая сторона. Давайте посмотрим, а что же вас не очень
ярко проявляется. Может быть, вот слабая сторона, может быть, то, что вы бываете немножко резки, категоричны, но это связано с тем, что вы много знаете, много понимаете. Вот эта осмысленность, которая в вас живет, и мудрость, которая в вас живет, заставляет вас быть резким. Вы порой, может быть, отсекаете на корню то, что можно было бы развивать дальше, откорректировав в том или ином направлении. Вот вы немножко рисковаты в этом смысле. То есть вот это ваша проблема на сегодняшний день, и она вам мешает. Угу. Но я думаю, что вот карты нам говорят о том, что вы как раз эту проблему на сегодняшний день в себе и разрешили, потому что данная карта нам говорит о том, что вы способны на сегодняшний день конструктивно взаимодействовать. Еще можно сказать, что ваша проблема в том, что, может быть, вы иногда можете делать необдуманные действия, то есть достаточно резким в своем движении, быстры в своем движении, что-то сделали, но и до конца не продумали, не осмыслили. И бывает, что эти действия, они выглядят порой бессмысленными, могут выглядеть какими-то бестолковыми и так далее, несмотря на тот потенциал, который у вас на сегодняшний день есть. Ага, еще можно сказать, что слабая сторона, то, что вы долго думаете, то есть вы находитесь как бы в состоянии размышления, а что сделать, как поступить в той или иной ситуации, какой выбор сделать. Я хочу так, и вот вы как бы стоите в этом состоянии, то есть вы не двигаетесь. То есть все время что-то перебираете, а движения-то нет вперед. То есть я все время нахожусь в стагнации, то есть вот это вот ваша слабая сторона. А надо двигаться, не надо сидеть на месте. Да, у меня есть два варианта, так лучше я попробую тот и другой, может быть, это тоже правильное решение, нежели я останусь в состоянии покоя. Еще в чем моя слабость? В том, что, опять же, я не могу сделать выбор. То есть я и на уровне желания не могу сделать выбор, а что я хочу. И на уровне действия тоже не могу сделать выбор, а как мне поступить. Но правильно, нет действий, потому что нет определенности, а что я конкретно хочу. То есть вот это вот ваша слабая сторона, которая вам не дает полноценно развиваться. Поэтому здесь есть свои тонкости. И вот это вот может быть еще то, что вы, может быть, не всегда ответственно подходите к решению каких-то задач. То есть не всегда правильно, не всегда с точки зрения там, закона, с точки зрения морали и так далее. То есть вот это тоже слабая сторона, но так или иначе вы осознаете и понимаете, что вы в данной ситуации сделали, может быть, неправильно и предприняли какие-то неверные действия. Что же еще нам карты скажут о ваших слабостях? Вы не верите, скажем, свое развитие. То есть вам кажется, что ну что там впереди, не произойдет ничего. То есть вы, может быть, как-то так фатально смотрите на существующую действительность, или смотрели, я бы так правильнее, наверное, сказала, и вам казалось, что ваша удача, она как бы от вас отвернется, то есть не будет движения вперед, движение будет только назад. Ну что ж, давайте посмотрим скажем, мой потенциал к движению, то есть что меня мотивирует, что меня толкает, подтолкнет к этому движению, к тому, чтобы я развивался все дальше и дальше. Давайте вот этот вопрос раскроем. Угу. Мотивация. Мотивация вот как раз от эмоций, чувств, которых у вас на сегодняшний день нет. Но вы же понимаете, что с чем ты придешь к миру, то ты и получаешь. Если ты не даришь любовь, то и мир не отдаст тебе и не вернет тебе эту любовь. Поэтому вот здесь ваша мотивация вот в эмоциях любви. Поэтому, наверное, важно научиться отдавать. И карты нам говорили о том, что вы дошли до этого уровня, когда ты понимаешь, что надо стать человеком дающим. И то, что я посылаю, то я и получаю. Вот это вот как раз ваша мотивация.
Что вас еще мотивирует? Мотивируют новые знания, мотивируют новые интересные действия, проекты. Когда я что-то хочу узнать, с чем-то с новым познакомиться. Может быть, стоит сходить на какие-нибудь курсы, занятия, пообщаться с интересными людьми, просто послушать в Ютубе какую-то интересную информацию, которая вас воодушевит и мотивирует. Вот это вот как раз ваш мотивационный момент. И смотря тот или иной сюжет на Ютубе, вы, может быть, как раз услышите подсказки от Вселенной, которые вам расскажут, а что нужно делать, а как нужно дальше поступать. Что мной управляет? Вот управляет мной как раз вот это вот сумятица в голове. То есть порой я не понимаю сам себя, кто я. А может быть, есть некое влияние на вас. Это тоже карта может об этом говорить. То, что вы подвержены, может быть, общественному мнению, может быть, влиянию своих близких, подруг. Когда вы не можете сделать какой-то самостоятельный выбор и принять какое-то важное решение. То есть вы находитесь в неком таком не самостоятельном состоянии. Проанализируйте, пожалуйста, свои разные жизненные ситуации и посмотрите, а кто влиял в той или иной ситуации на ваши решения, на ваши действия. И, наверное, вам станет понятно. И Луна как раз и не дает вам вот этого движения вперед. И, может быть, вы много времени тратите на других людей и на проблемы других людей, а может быть сейчас как раз мотивом-то может стать ваша более такая эгоистическая позиция, когда вы будете думать о себе. Ведь в первую очередь надо научиться самому, чтобы что-то дать миру, надо самому это принять. И тогда будет совершенно иное движение. Поэтому для вас мотивацией будет, наверное, как раз больше внимания обратить на себя. А вот сейчас я вижу, что, наверное, вы как бы себя немножко подзакопали, да, в своем развитии, в своем движении. Что же вас еще может мотивировать? Мгм. Ну, просто явитесь миру, расскажите, кто вы такие, пообщайтесь с людьми, расскажите о своих каких-то интересных моментах, поделитесь своими талантами. А может быть, и если близкие друзья, поделитесь теми проблемами, которые у вас накопились. Расскажите им, что вас тревожит, что вас беспокоит. То есть перестаньте быть некой такой вот замкнутой системой, тайной, которую никто понять не может. И вы почувствуете, что ситуация будет очень сильно меняться. Мгм. Что же еще вас мотивирует? Вы бы хотели, чтобы у вас что-то осуществилось. Ну так делайте для этого. У вас, в общем-то, есть все, но другой разговор, что вы, может быть, не знаете как. Ну а чтобы узнать, для этого нужны знания, контакты, общение. То есть любые источники, которые позволят вам получить ту или иную информацию. В конце концов, просто почувствуйте себя, свою интуицию, почувствуйте свою силу, свою уверенность. И начните делать. И вот это будет вашим, скажем так, двигающим началом. То есть почувствуйте себя некой такой силой, я бы сказала, волшебником, что я могу. И говорите себе об этом каждый день, и у вас обязательно все получится. Ну и совет. К чему же нужно стремиться? К чему же нужно стремиться? Угу. Так, стремиться. Наверное, стремление не к тому, чтобы что-то ждать бесконечно, а начать. Весь расклад об этом сегодня говорит. Начать что-то делать. Вот перед этим молодым человеком лежит книга, и он ее не открывает. Но карта перевернулась, и вы ее откроете. Прислушайтесь к себе, погрузитесь в книгу, погрузитесь в знания, и вы найдете много-много ответов на те вопросы, которые вас тревожат. У вас уйдет упадок, вы почувствуете себя гармонично, наконец-то. Вы снимете с себя ношу, посмотрите, снимете с себя ношу и
снимите некое агрессивное состояние с себя. Да, вы еще не будете наполнены энергией других людей, коллег, друзей и так далее, мира, Вселенной. Но вы начнете движение к этому. Вы почувствуете, что вы не одни. Почувствуйте себя наполненной, наполненным. И это даст вам возможность к новому развитию и к новому движению. То есть сейчас пока еще не хватает этих моментов. Все зависит от вас. И вот нам расклад сегодня говорит о том, что очень много нужно сделать именно вам лично, в первую очередь. И именно внутренняя работа позволит преодолеть в себе вот эти барьеры и начать двигаться вперед. Давайте посмотрим на играх разума, какая еще подсказка от Вселенной вам сегодня очень важна. И прислушаемся к этим словам. Можно наблюдать людскую глупость, можно смеяться над ней или чувствовать в ней сострадание, но не надо мешать людям идти своей дорогой. Посмотрите, как созвучно. Не сбываются сказки у тех, кто не верит. Твоя духовная жизнь – это то, с чем останешься, когда отключили свет. Сколько бы мы это ни отрицали, но в глубине души мы знаем, все, что с нами случилось, заслуженно. Не надо копить обиды. Они груз, они богатство. Обиды уводят нас с дороги к нашему счастью. Вот так вот созвучно выпала карта, которая в очередной раз подтвердила то, о чем мы сегодня с вами говорили. Желаю вам всего хорошего. Как всегда, приглашаю на личные индивидуальные встречи. Вся информация под видео. Всегда рада вашей помощи и поддержке. И сегодня такой замечательный день, день полнолуния. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Всего вам хорошего. До новых встреч.